Ну что, друзья, привет! Последний день в Хельсинки, последний день моего скандинавского путешествия. Завтра 1 июля, я лечу домой, у меня классный перелет будет бизнес-классом Turkish Airlines. Вот, я только что была на своем завтраке. Вы знаете, я посидела в этой темной комнате, в полуподвальном помещении, поняла, что вот этот вот вид из окна, сейчас вы его, наверное, не видите. Ну, в общем, я уже вам показывала, даже сейчас как-то солнечно, но этот утилитарный вид из окна, отсутствие фасада, отсутствие лобби из-за реновации. То есть ты как бы, по сути, можешь только быть в номере и потом выйти через как бы черный ход в город. И при этом это пятизвездочный отель, завтраки тоже достаточно такие, знаете, скромные, на мой взгляд. Вот, и, в общем, я сидела за завтраком, как-то мучилась, какое-то чувство неудовлетворения. И вы знаете, что я всегда пишу на Google ревью, написала ревью. И начала с того, что я как бы очень disappointed with my stay. Вот, а потом думаю, так, надо пойти на ресепшн и поговорить. Я говорю, девушка, вы знаете, я, конечно, очень как бы стесняюсь, да, сказать, но, в общем, я не очень довольна своим стеем, поэтому, может быть, можно что-то сделать. В общем, конечно же, можно что-то сделать. И они меня сейчас переселят в свит, который буквально месяц назад они завершили делать. Я вот уже собрала вещи, и сейчас через полчасика меня переселят в новейшую свит, огромный номер с видом на парк, так как я и хотела. Вот. В общем, друзья, не стесняемся заявлять о своих желаниях, и если без наезда, я правда искренне поговорила, потому что как-то, знаете, вот такой конец путешествия и заканчивать его на такой ноте не хочется, тем более все мои предыдущие стей. Вы посмотрите мои видео из Осло и посмотрите мои видео из Копенгагена, там я останавливаюсь в вилле Копенгаген. После таких прекрасных отелей, такой, знаете, облом, причем, что это достаточно, ну, такой статусный отель, камп, самый лучший как бы в Хельсинки, и такое разочарование. Поэтому меня переселят сейчас в огромный свит. Погнали. Сижу в номере, листаю Vogue. Очень классно, есть такие кадры. Вы знаете, подумала о том, что жду заселения в свой свит, пью чай. Классно тут, причем сенча зеленая мне. Вы знаете, я думаю, что все-таки куда мысль, туда энергия. Все мы прекрасно это знаем. Но на моем сегодняшнем примере, сегодняшней ситуации, помните, я вам даже говорила, что это реновация, вот как-то что-то, какой-то должен быть знак, какой-то должен быть плюс из этого однозначно. Не могло быть со мной произойти такой, скажем так, разочаровывающей, неприятной ситуации. И на самом деле я очень хотела вид на бульвар, и можно было, конечно, слить все свои энергии в негатив, разочарование, но то, что я пошла так прямо и сказала, как оно есть, вежливо, очень аккуратно и без всякого наезда, с пониманием, и энергия пошла уже сразу же в другое направление, и настроение другое, понимаете? То есть, а можно было бухтеть, остаться как бы при своих мыслях, что вот, как это несправедливо, как это плохо, но на самом деле, как важно не держать в себе все эти мысли, знаете, какие-то неприятные чувства, потому что Вселенная изобильная. Можно, правда, вот только пожелать, и все будет исполняться, воплощаться. Поэтому живем с мыслью, что куда мысль, туда энергия. Поэтому в наших только руках пойдет эта энергия вниз, будет ли она сливаться, будет ли накапливаться, и будет ли она наполнять и себя, и других. Поэтому благодаря такому небольшому действию я пошла поговорила, и девушка на ресепшене такая была классная. И я исправлю свой отзыв, напишу его удивительно, надеюсь, благоприятным. Даже сам факт, что на мою просьбу среагировали, очень-очень важно. Поэтому куда мысль, туда энергия. Не забываем об этом. Живем с этим и принимаем решения о том, какие мысли думать, какие чувства испытывать. И управляем этим процессом, и не позволяем этому процессу управлять нами. Вот так просто, но так сложно. There wasn't any elevator. So Yes, of course. So the best apartments. The styles I see, it's Yeah, original so also. the best apartments, they were on the lower floors. And on the first floor, on the ground floor, there was a restaurant. And then in 1920, it became it's like sewing products store. They had fabrics, they had Really? sewing products. Very interesting. And that's why, so this building is called Hellander building. And the person who owned the sewing store, he was Ilmar Hellander. And by
1950s. He had bought the whole building already. Oh. He was the one who installed the elevator. Oh. And So since elevators central installed in heating- 1920? Elevators It's like from- 100 years ago. No, it's 1930. Ah, no, anyway, almost Yeah, 100 almost. years ago. Oh my god, Almost. really difficult to And live. here we are. I love these colors. This blue and green. There's a blue with green, this floor. They, It's very they nice. come from the ceiling of the sixth floor. Oh, wow. Oh, very nice view. Yeah, very nice. The light switch Uh-huh. Uh-huh. Yeah, wonderful. there. I will Great. put the key Yeah, here. thank you so much. And you have beautiful view. Yeah, this actually, I wanted so much this view to this park. From here. And you can even open the window. Oh, how good. In that room it was a little bit annoying that there was no fresh air. Oh, so good. Ay. Wow, this is now And the, my last day of my Scandinavia trip became great. Thank you so much. But Thank you. There's Yeah, no I will noise close here. coming Uh-huh. from there, so I would not recommend to Wonderful. keep your windows that much open. Thank you so much. Really, really appreciate. Really happy. Thank you so much. Now I will leave this hotel with completely wonderful feeling. I'm happy to hear Yes. that. Thank you so much. Bathroom, mini bars here. Uh-huh. Okay, great. Thank you so much. And Thank you you. know where to find us if you need anything. Thank you. Bye-bye. Interesting. Thank you. Ну что, классный свит, мне так нравится. Только что сделан номер свежий, свежий, свежий. Ну, вы видели вид, вы посмотрите на эти классные лампы. Так классно они отреставрировали все. Боже, восхитительно. Вау, очень хороший номер, просто супер. Вау, ну какой роскошный номер с этими подушечками, с розовыми. Ну, прям очень нравится. А самое главное, у меня наконец-то вид на бульвар, на Липы. Ну, просто что же может быть лучше? Класс. Жалко, что с самого начала я так не остановилась, но ничего. Тем ценнее этот день. А посмотрите, какой ковер невероятный. Какая красота. Ну, все. А давайте ванну посмотрим. Ванну я еще не смотрела. Вау! Вау! Здесь тоже так красиво. Кайф. Супер, тоже уточка. Красивая, очень тоже мраморная ванна здесь. Восхитительно. А, обои, видите, у них в баре вот такие вот обои. В том тоже у меня номере были. Восхитительно. Вот этот вот номер соответствует моему представлению об этом отеле. Вот теперь все встало на свои места. Теперь терять времени. У меня последний день в Хельсинки, поэтому я сейчас быстренько утепляюсь и выдвигаюсь в сторону библиотеки, одной из самых современных сооружений в Хельсинки. Поэтому прогуляемся. Погода, в принципе, судя по тому, что я вижу за окном, не так сильно ветрено, как вчера. Поэтому надеваем худи, капюшон и вперед. Последний день в Хельсинки. Хочу заснять отреставрированный отель Камп. Видите, эта часть. А здесь абсолютно они сохранили идентично, как это все было в те времена. Просто класс. Восторг. Ну, совсем другое впечатление, конечно. Если бы еще ресторан был там, где он должен быть, то вообще... Какая красота. Так. А ну-ка. Кайф. Супер. Так, вот эта часть соединяется с основной частью отеля. Посмотрите, какие мраморные стены, красота.
Печи, сохраненные с тех времен. Посмотрите, как красиво. То есть они не функционируют, но они здесь и были раньше. Красота. Ну что, я вышла на улицу, потому как у меня расстегнута горловина. Можно понять, что сегодня, по сравнению с тем, что происходило вчера, на улице просто красота. Потому что вчера это была просто мука, адская мука. Но сегодня мне нравится Хельсинки. Посмотрите, какая красота. Тепло. Легкий, обдувающий нежный ветерок. Но не более. Ну это вообще сказка. Посмотрите, какая красота вокруг. Супер. И погода. И прекрасный номер свит, который мне сделали апгрейдом. Жизнь прекрасна. Ну как вам снежная королева с белыми губами? Короче, я зашла в аптеку, потому что чувствую, что что-то на губах странное происходит. У меня года 2 или 3 не было герпеса, я уже забыла это чувство. Чат GPT мне напомнил, что за Завиракс, да? А представляете, захожу в аптеку, и первое, что у них стоит на стенде, это Завиракс. Я не могла вспомнить название, а его не нужно вспоминать, потому что в этом климате, в этом городе, это первое, что тебе нужно, потому что этот ветер, губы постоянно обветриваются, естественно, как бы там не пользовался помадой, и просто иммунитет просто на пределе у меня лично, поэтому буду ходить с такими белыми губами. Ну ничего, что делать? Года 3 не было, ну вот Хельсинки испробовал мою иммунную систему, оказывается, она еще не настолько у меня прочная. Ну что, вот я пришла к этой известной библиотеке современной ОДИ, украинский флаг на фасаде. Смотрите, какая красивая площадь. Тут снова в этой части очень-очень ветрено. Но я хочу все равно пройтись и посмотреть здесь все. Какая красота. Вау, это что-то невероятное. Утки тоже спешат в библиотеку. Стремятся к знаниям. А вот еще какое футуристическое здание вокруг. Но эта площадь, она прям вообще, смотри, какая замечательная. Класс. Интересно. Куда они так стремятся? Я же говорю, стремятся все-таки в библиотеку. Что-то они, куда-то они стремятся. Смотрите, как они целенаправленно двигаются в ее сторону. Так, вы видите, ОДИОД, библиотека. Огромное здесь здание, здесь фудкорт. Самое главное, что здесь очень стильный интерьер должен быть. Я хочу все поразглядывать, порассматривать. Смотрите, какой потолок здесь низкий. Классно. О, здесь всякие фудкорты. Давайте посмотрим. Может быть, что-то взять с собой на ужин, кстати говоря, здесь, чтобы потом не париться, не искать никакой еды. Салаты всякие. Ага. Ну так, выглядит неплохо, но не прям так, чтобы хотелось бы это съесть. Такое типа столовки. Класс.
А здесь, видите, люди возвращают книжки, которые они прочитали. Такая вот автоматизированная система, видите? Просто подходишь, выбираешь, кладешь туда книжку, и все, они сортируются. Тут прям такой коверкинг-центр получается. Класс, очень стильное пространство. Здесь коверки, все просто сидят, работают. Класс. А я знаю, что это за машинки. Так вот я альбомы на работе сшивала. О, аппарат, за которым я провела очень много. Представляете, как он называется, я забыла. Ну, в общем, когда ты сшиваешь проект в альбом, потом так вот надеваешь на эту штуку, на скрепку. Класс, очень интересное пространство, такая вот огромная мастерская. Очень классная здесь атмосфера. Здесь можно, я так понимаю, арендовать переговорную, просто посидеть за компьютером, что-то распечатать. О, даже огромный принтер есть, представляете, какое классное пространство. Вау, сканеры. Куча рабочих мест. Посмотрите, под Wildflower. Он просто для трейдеров. Очень круто. Borrow instruments for students. Ну, это вообще что-то нереальное. Представляете, можно еще взять гитару. Одолжить. Я как чувствовала, что мне сегодня не нужно идти в музей. Прям не было такого яркого желания. Но прогуляться по этой библиотеке — это вообще отдельный кайф. Мне прям вспоминаются мои архитектурные молодые годы. Тут вообще все есть. Представляете, аренда гитары для студентов. Ну, это вообще просто райский уголок для студенческих лет. Что-то невероятное. Посмотрите, какие-то мастерские здесь. Что-то можно изготавливать, какие-то экспериментариумы. Вау, я просто вообще под впечатлением. Я просто настолько люблю вот это все студенческое. И у меня всегда университеты, они были такие мало оснащенные. Мне так всегда этого хотелось. Кайф. Классно быть студентом в Хельсинки. Вот еще какая-то шайтан машина. Интересно, что она делает. Типа 3D принтеры, что ли? Да, 3D принтер. Кайф. Тут тоже, видите, такие вот маленькие переговорные всякие. Мини-офисы такие. Вау. Так, ну невероятно, 3-й этаж. Вид на город панорамный. Вау. И здесь, конечно, рай для любителей книг. О, вы смотрите, какое огромное пространство. Вау. Вау. Невероятно. Потолок еще классный такой. Да, чудо просто. Ой, боже, а ковер какой красивый. В общественном месте, представляете? Просто сказка. Кайф. А еще, тут еще выход на террасу, на вид на главную площадь. Смотрите, какие классные кресла, тут можно сесть, читать книгу, везде кафетерии. Вау, невероятное пространство. Я под нереальным впечатлением. Мне кажется, если моего мужа сюда привезти, оставить его в этом месте, он тут будет, наверное, вообще жить. Ему только еду сюда. Даже еду сюда не нужно приносить, она здесь есть.
Вот здесь будет спать. Чайки атакуют еду. Девушек. Смотрите, какие здесь классные. Деревянные столики, креслица. Ветрено, правда, очень, потому как чайка пыталась приземлиться. А я слышала, что чайки здесь очень агрессивные. Они прям отнимают еду. А, смотрите, она уже нацелилась. А, это сиди здесь. Да, конечно, сказочное место, пространство, архитектура. Это, наверное, второе место, которое мне в Хельсинки так запало. Как здесь круто. Ну, если вы не боитесь ветра, не боитесь получить вторую порцию герпеса, то можете вот так вот на имитацию солнышка здесь позависать на этой террасе. Красота, и позагорать. Пространство просто вообще бомба. Класс. Если бы я жила в Хельсинки, я бы здесь жила. И муж бы мой тоже жил. Я бы его тут навещала. И в библиотеку. Класс. Ну, еще вишенка на торте. Тут еще какой-то робот ездит, если бы еще знать, чем он занимается. Но похоже, что он не убирает. Что-то он делает. Интересно бы знать. Пошел по своим делам. Что-то он тут делает. Это тоже прикольная часть. Ну, ковры, конечно, восхитительные здесь. Везде. Кресла такие удобные, широкие. Невероятное пространство. Все это бесплатно. Тут робот, видимо, для перемещения книг. Видите, я поняла. Потому что книги тяжелые или что-то перевозить. А это, собственно, как сама библиотека выглядит. Я, к сожалению, не могу ее снять издалека. Ветер. Не хочу бродить по этой площади, но видите, как красиво выглядит. Супер, мне очень понравилось. Что-то мне так надоело ходить по ресторанам, постоянно что-то выискивать. Хочется взять что-то простого и не париться. Например, какой-нибудь салат в торговом центре. Еще что-нибудь найду. Посмотрите, какой большой выбор. Может быть, даже суши найду. Сейчас будем выбирать. О, первый раз такое вижу. Смотрите, здесь можно себе собрать такой вот боул самому. Ха-ха. Так вот. О, а это вообще что-то нереальное. Тут суши-бар, суши-буфет. Первый раз вообще такое вижу. Ну что, смотрите, я собрала, берешь себе чипчики индивидуальные, собираешь. Потом берешь крышечку, я так понимаю, закрываешь. А, это еще соевый соус берешь. Соевый соус. Палочки. Имбирь и васаби. Что, мне кажется, получилось очень красиво. Сейчас мы это все делаем вот так вот закрываем. Потом здесь это можно взять вот так вот скотчем. Опа! Слушайте, ну это даже интересно. Надеюсь, все будет вкусно, потому что местные берут активно. Ну хотя бы раз в жизни надо же попробовать было такое. Правильно? Сейчас. Вот так вот. Супер. Что я еще обожаю? О, малинка просто класс. Малинка огромная. И смузи. Кайф. Но малинку надо по-любому взять. А смузи passion fruit
Наверное, надо или малинку, или passion fruit. Это будет слишком много. Наверное, малинку. Ой, есть новый набор. 11 евро с половиной. Ну что, самый лучший private ресторан у меня в номере с видом на бульвар, свежими цветами, вок, суши. Сейчас будем пробовать суши. Из суши-буфета они очень популярны здесь, в Хельсинки. Но я никогда еще такого не пробовала. Сейчас узнаем, каково это. Вы не поверите, но это, наверное, самые вкусные суши. Чука вообще невероятная. Угорь восхитительный. Сейчас еще попробую лосось. Но мне кажется, он тоже будет восхитительный. Давно я не ела таких вкусных суши. А вам они, пожалуйста, куплены в супермаркете. Ну-ка, сейчас попробуем. 10 евро. 11. Супер. Approved. Класс. Последней точкой на моем маршруте перед отъездом в Бодрум домой. Лечу я через Стамбул. Ботанический сад. Там невероятной красоты оранжерея. Я думаю, что я к ней смогу подойти. Но я не смогу туда зайти, потому что открывается она только завтра. Так, ну и что, последняя точка на моем маршруте. Botanical Garden, там красивейшая оранжерея. К сожалению, по-моему, сегодня я не могу зайти, она в понедельник закрыта. Почему-то здесь все в понедельник закрыто, все музеи. Зато смогу прогуляться по цветущим садам. Посмотрите, уже издалека вижу, какая там красота виднеется. Вау. Какая неземная красота. Последняя точка моего назначения перед отъездом в Бодрум. Botanical Garden. Посмотрите, какой волшебный. По-моему, в зимний сад я не смогу зайти. Он работает только по вторникам, в понедельник он не работает. Но посмотрите только на эту красоту вокруг. Я рада, что я не побывала здесь в самом начале, потому что это шикарно просто посетить это место прямо перед отъездом. А там, смотрите, пасутся, как обычно, эти уточки. Как я рада, что хоть из последних сил, но я таки решила дойти до этого сада. Тут, оказывается, еще и такой вот заливчик есть. Нужно обойти полностью весь ботанический сад для того, чтобы в него зайти. И я сейчас туда направляюсь. Кафешечка, как обычно, уютная. Ой, начинается красота. Ничто меня так не радует в путешествиях, как парки, оранжереи, сады. Боже, посмотрите, а вот это жасмин. Жасмин, не вот этот турецкий жасмин. А жасмин как в детстве, как дома. Ой, как пахнет. Пахнет детством. Боже, тот самый настоящий жасмин. Ой, класс. Супер, я так по нему соскучилась. Посмотрите. Елки, пихты. Все, что хочешь. Какая красота. Все подписаны. Это роза. Тоже роза, разный вид.
А это пайония. Какой-то, в общем, пион. Но какой-то он особенный, потому что бутоны как пионы, я помню, как в детстве у нас были. А распустился совершенно по-другому. Это, в общем, смешение пионера, это как роза и пионы. Класс. А вот это уже пионы настоящие, как у нас в детстве были, исключительно пионы. На даче у нас бабушка растила. Такие они красивые, белые пионы. Сказка просто. Это оранжерея внутри какой-то просто невероятной красоты. Я видела фотографии на гугле, но, к сожалению, сейчас она закрыта, да, очень жаль. Но хотя бы вокруг пройтись, посмотрите, какая здесь атмосфера. Невероятно. Архитектура, такой барочный стиль. О, боже, какие ароматы вокруг. Проходила сейчас все эти кусты, оранжереи, и я на самом деле поняла, откуда у меня такая невероятная любовь к этим садам, к ботаническим садам и так далее, потому что в школе, если вдруг кто-то из моих одноклассников смотрит это видео, они поймут. В школе у нас, в гимназии 47-й, у нас были отработки в ботаническом саду. То есть у нас заканчивалась школа, и потом мы ходили в ботанический сад, там выщипывали травку, отрабатывали, в общем, наводили там порядок, и мы где-то там месяц проводили в ботаническом саду харьковском. Представляете, какое у нас было вообще прекрасное, вообще, это прям рядом пешком мы ходили по 23 августа в городе Харьков, в ботанический сад, великолепно было, и там вот точно так же у нас были все возможные растения, цветы, ну и, конечно, детство, дача, бабушка все это растила, любовь к цветам, она была с самого-самого детства. Я сейчас шла и вспомнила, откуда у меня такой ботанические сады так тянет. Конечно, все, видите, все формируется в детстве, все оттуда, все родом из детства. Напоминает мне Крымский дворец в Крыму. Забыла, как называется этот дворец в Крыму. Но кто был, тот поймет. Забыла, как он называется. Надо погуглить. Я его, кстати, как-то акварелью рисовала. Сказочно. Ой, белочка! Выпрыгнула, даже испугала меня на секунду. Ой, ты красавица! Ой, ты красавица! Ой, какая ты... Оп! Самая любимая моя часть путешествий по городам и странам – это парки, сады, какие-то уникальные природные места. Но ничего меня не делает еще более счастливой, чем и какие-то технологические невероятные штуки и сооружения. Или вот такие вот места, где архитектура и природа соединены воедино. Видите, как хорошо. И здесь никого. Все в барах, в пивнушках. А вот здесь, где настоящая красота, здесь никого. И это прекрасно. Папоротник. Красивый. Давно я не видела папоротника. Сирень. Все, что с детства любимо, все здесь.
Ой, сирень, смотрите, пахнет даже издалека. И пчелка тут. И пчелка тут. Ой, посмотрите, как красиво отсюда открывается, какой незабываемый вид. Боже, какое романтичное, красивое место. Напоминает мне Эдинбург. Точно. Это я сейчас перенеслась в Эдинбург с этим видом. Абсолютно идентичное ощущение. Там тоже как-то поднимаешься на эти холмы. Они все зеленые, невероятно красивая архитектура и вот такой открывающийся вид на город. Ну что, мой последний день в Хельсинки удался. Очень мне понравилась библиотека. Вот у меня самые вкусные места на последний день. Знаете, чтобы осталось прекрасное послевкусие. И номер мне сделали апгрейд. У меня с видом на парк. И ботанический сад. И невероятная эта библиотека. Ну, в общем, последний день, знаете, как вишенка на торте. Просто сказочно. Смотрите, ну разве может быть здесь вообще просто такое медитативное состояние? Птички поют, белочки. Все пахнет так красиво. Ну что, у меня сегодня последняя ночь в моем шикарном номере. И завтра мы уже с вами увидимся в аэропорту и в самолете рейсом Хельсинки-Стамбул. Like this flying, also very elegant, feminine. Here. Та-да-дам! У меня такой случился классный шопинг. Короче, я купила в Маримекко в самом классном финском бренде себе классную рубашку, такую шелковую. Сейчас покажу, с какими розовыми цветами. Она как раз тут висит на витрине. Это розовая коллекция. Вот эту вот рубашку, только не такую, а с длинным рукавом и шелковую. Но принт такой. Ой, класс. Еще взяла такую с черно-белыми цветами. Вот типа как рюкзак, но свитер вот такой вот. Ой, боже, я так счастлива. Класс. Класс. А сейчас пойду сделаю себе в Стокман еще и такс-фри. Там, по-моему, возврат около 60 евро. Неплохо. Та-ра-рам! Прекрасное завершение Хельсинки. Я рада. Класс. В Стокмане на 8 этаже можно сделать такс-фри. Женщина, шопинг. Что может быть прекраснее в завершении путешествия. Ну и где я, конечно же, заканчиваю свой вечер? Конечно, в Фейзер. Праздную покупочки капучинкой, потому что это все безлактозное, безглютеновое. Класс! В общем, место прям мне очень нравится здесь. О боже, это что-то нереальное. Вкус бананового милкшейка. Он такой легкий, называется, кстати, он Будапешт. Ну и на горизонте мой отель. Ну, сервис, конечно, тут вау, потому что, во-первых, мне принесли воды, постелили коврики, конечно же, положили, как обычно, свою конфетку, подготовили кровать, убрали подушки, закрыли шторы. Ну, то есть они вот это make you bed, они делают каждый вечер. Вот, это, конечно, очень круто. Если в прошлый раз я уже была в кровати, то сейчас они мне уже все подготовили. Пока. Последний мой завтрак в кампе, в моем отеле. Было прекрасно. Спасибо за обновление в этот люкс. Я даже сейчас после завтрака возьму чашку кофе и посижу у окна. Креветки, омлет, семга. И самое главное, я уже съела 2 кусочка. Безглютеновый хлеб просто невероятный. Я его с маслицем. Это вот маслица в виде исключения, но потому что нету никаких других. Там ни хумуса, ничего. Но это вкусно. И прекрасный кофе на овсяном. Без вообще безглютеновых штук. В скандинавских странах просто вау. Делаю себе такие вот, видите, сморброд
Сама с креветкой, с семгой. На самом деле, для меня отель, во всех моих предыдущих отелях в Скандинавии было авокадо. Для меня как это, если нету авокадо? Это вообще как? Как без авокадо завтракать? Я не могу без авокадо завтракать. Мне нужна какая-то намазка или такая вкусняшка какая-то. Ну, в общем, так, свет. Ну, в общем, вот этот вот смореброд с креветкой неплохо. На безглютеновом хлебушка. Ну что, иду на вокзал, самолет. Хельсинки распогодилось, стало гораздо прекраснее после вчерашнего шопинга апгрейда в Сюд. Жизнь стала настолько прекрасной, что, в принципе, захотелось в Хельсинки остаться еще. Ну что, друзья, я с вами прощаюсь. Впереди перелет. Кое-что покажу. Все было классно. Хельсинки мне очень понравилось. Скандинавское путешествие было просто изумительным, что действительно новым таком в моих заметках путешественника. Вот, и обязательно до встречи в новых видео. Ну что, друзья, пока-пока! Пока, Финляндия. Ты была классная. Когда приехала ночью на этот трейн-стейшн, тут, в общем-то, было не до съемок, потому что тут такая маргинальная обстановка стояла, что мне хотелось отсюда просто выбежать. Мало кто тут делает влоги, снимает, и вообще за все время не видела ни одного человека с камерой. Так вот, на меня все очень странно смотрит. Вот, ну, в общем, смотрите, какой красивый вокзал. Покупаем тикет. Здесь нету экспресса, здесь просто обычная электричка со всеми разными людьми, которые только могут попасться в такого рода местах. Вот. Ну что, пока ищу, где купить билет на трейн. И оказывается, вот здесь просто в булочной заходишь и покупаешь тикет. Сингл тикет, он действует 1,5 часа. Ехать до аэропорта 5 часов, полчаса, 30 минут. Но я в жизни даже нету никаких опознавательных знаков, что именно здесь нужно купить билет. Это, конечно, странно. В этом смысле Копенгаген вообще был поразительный. Там вообще не было стыковки с людьми. Там все настолько технологично и круто, что просто вау. Конечно, разбалованный Осло и Копенгагеном, в Хельсинки чувствуешь себя немножко как в доисторическом мире, потому что, представляете, я говорю, билет-то не мог купить в аппарате, должен стоять в булочной. Ладно, ок. Как это найти? Нужно было спросить 2 людей, чтобы это понять. Дальше, представляете, вот там вот вокзал нужно пройти полностью вот эти все поезда, чтобы оказаться на поезде, который один из поездов, который идет до аэропорта. Представляете, то есть люди с лагеджем должны, в принципе, тащиться через все. Но это, конечно, я уже просто разбалована теми местами, но, как по мне, это, конечно, немножечко too much. Вот. Как-то неудобно. Даже нету экспресса. Должен 30 минут в обычной городской электричке тащиться в аэропорт. Ну, в общем, как-то так. Peace. На том месте, где мы начинали это путешествие. Вы знаете, напоследок хочу сказать очень интересную вещь. В Европа это такое место, где женщина тебе придержит дверь, уступит тебе место, но от мужчины ты такого дождешься в крайнем случае. И для меня это уже так непривычно, дико и даже, я бы даже сказала, немножечко обидно, потому что после путешествия по арабским странам, после жизни в мусульманском стране, ты привыкаешь к этому princess treatment, и такое обращение кажется тебе очень, очень неприятным. Вот, поэтому в этом, конечно, смысле Европа. Путешествовать по Европе прекрасно, но если хочется ощутить себя принцессой, королевой, получить изумительный сервис, то, конечно, за этим нужно ехать в арабские страны. Скучаю по Дохе. Это, наверное, у меня лозунг года. Скучаю по Дохе. Прекрасная часть бизнес-флайт, что в некоторых аэропортах все-таки есть приоритет, комфортный, быстрый и очень удобный. О, здесь, кстати, даже American Express. Вау, какие стильные, стильняшные эти капсулы. Чека, смотрите, прям как будто бы какой-то коллайдер, запуск в космос.
Очень быстрый luggage check через fast track. И теперь border control и lounge. Какая классная resting area. Недалеко от гейтов. Класс. Смотрите, как стильно. Мгм. Привет, Стамбул. Я лечу к тебе. Я даже уже соскучилась по Турции, по ее сервису, гостеприимству, а самое главное по жаре. Я соскучилась по жаришке. Пока-пока, Хельсинки. Я рада с тобой прощаться. Холодная, не теплая. Что? Я уже здесь будет соседа. И самое главное, что вот эта вот мелодия приветственная в Turkish Airlines, которую знают все, кто летает. Я когда слышу эту мелодию, значит все. Я в самолете. Я куда-то лечу. Даже домой. Все равно приятно. Ну что, после 3 economic flight, это, конечно, кайф. Снова оказаться в своих любимых Turkish Airlines. Ну что, Скандинавия, мне очень понравилось. В гостях хорошо, а дома лучше. Знаете, нет ничего и приятнее, чем возвращаться домой, зная, что у тебя дома лучше, чем где ты побывал. Такое бывает часто у меня, вы знаете, я часто всегда рассказываю в видео, ну, то есть ни в одной из стран, в которых я побывала в этот раз, это была Норвегия, это была Дания, это была Хельсинки, и я бы, наверное, не осталась жить так на постоянно, то есть это не мое. Поэтому приятно возвращаться в место, в котором лучше, чем ты путешествуешь. Класс. Ну что, за вас, друзья, желаю всем путешествовать и находить свои места для жизни, в которых вам будет хорошо, классно, счастливо, и вы будете довольны. Ну что, погнали, летим. Sayın yolcularımız, kemeri ikaz ışıkları sönünceye kadar lütfen